Всем привет! Сегодня в видео я поделюсь с вами, как сделать красивую и ровную осанку, потому что множество людей имеют проблемы со спиной. Здоровая осанка способна предупредить большинство возрастных дефектов, и любое отклонение в осанке, будь это лордоз или кифоз, прямо влияет на нашу фигуру. И чем старше человек становится, тем сильнее это заметно. В первую очередь, осанка влияет на здоровье позвоночника, и здесь задействована вся нервная система. И при искривлении осанки возникают такие проблемы, как боль в шее, в голове, в пояснице, проблемы с желудком, затрудненное дыхание. И даже плоскостопие – это одна из причин искривления позвоночника. Поэтому сегодня видео упражнения для формирования и поддержания здоровой осанки, прямо не выходя из дома, все по классике. Сами упражнения подойдут абсолютно для любого человека вне зависимости от его физической подготовки, так как в видео я предоставлю и более упрощенный вариант, который отлично подойдет для новичков. Но прежде, как же определить свою осанку? Прием, который использовался еще в Советском Союзе и актуален до сих пор. Это тест осанки по 4 точкам. Встаньте к стене спиной, не напрягайтесь. Если ваши пятки, ягодицы, лопатки и затылок касаются стены в расслабленном состоянии, то ваша осанка в норме. Метод кулака. Попробуйте просунуть кулак между поясничным изгибом в стене и спиной. Если проходит ладонь, то ваша осанка в норме. Если кулак, то скорее всего у вас изгиб в поясничном отделе. Это лордоз. Давайте приступим. Первое упражнение называется ангел. Это статическое удержание. В идеале нужно стремиться выполнять его от 30 секунд и выше. Голова, плечи и ноги приподняты, взгляд направлен прямо, руки отведены назад, а лопатки стараемся свести между собой. При этом мышцы спины максимально напряжены. Также не забывайте при выполнении этого упражнения равномерно дышать. Это же упражнение, но в более облегченном варианте. Более легкая версия – это выполнять данное упражнение в динамике. Если вам сложно выполнять это упражнение, упритесь ногами в пол. Старайтесь отрывать только плечи и приподнимать голову. Следующая рекомендация – укрепляйте кор. Кор – это группа мышц, включая пресс, которые помогают держать спину ровно. Сутулость вызвана слабостью этих мышц, и упражнения на кор оказывают положительный эффект для поясницы, способствуют устранению или наименьшему выпячиванию живота. Одно из лучших и доступных упражнений – это планка. Планка формирует мышечный корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении. Планка – уникальное упражнение, которое заставит ваше тело работать практически целиком. Все тело должно образовать прямую линию, живот втянут и все мышцы напряжены. Голова и шея должны быть расслаблены. Локти располагаются под плечами. Ноги прямые и напряжены, иначе нагрузка уйдет на поясницу. Дышите медленно и равномерно. Новичок может простоять в таком положении 20-30 секунд, но с регулярными тренировками это время быстро увеличится в несколько раз. Ни в коем случае не прогибайтесь в пояснице. Также нельзя задирать бедра высоко. Если больше нет сил для выполнения планки, лучше сделайте небольшой отдых и повторите упражнение через несколько минут. Не пренебрегайте техникой. Благодаря большому разнообразию вариаций планки вы можете сделать для себя целую тренировку из этого упражнения или выбрать те, которые подходят именно вам. Самый легкий вариант планки – это просто стоять в упоре на ровных руках и слегка расставить ноги. Ну а сейчас будет действительно сложное упражнение, но оно одно из самых эффективных для пользы нашей спины. Это мостик. Самым простым вариантом станет выполнение мостика из положения лежа. Принимаем горизонтальное положение. Необходимо согнуть ноги в коленях, максимально подвинув стопы к ягодицам. Руки опереть на ладони, расположить желательно чуть выше плеч. Пальцы развернуты к корпусу. Напрягаем мышцы и постепенно поднимаем вверх область таза. Его необходимо поднять так, чтобы тело прогнулось в спине. Когда получился прогиб, требуется выпрямить ноги в коленях, а руки в локтях. Позвоночник станет более гибким, и со временем можно увеличить изгиб и время. Нужно стараться прогнуться в мостике как можно выше, выдавливая себя вверх. Задержитесь хотя бы на несколько секунд. Даже если поначалу это упражнение кажется сложным, в дальнейшем вы сможете увеличить свое время нахождения в нем. Но сейчас вариант немного попроще.
Это упрощенный вариант мостик из тибетской гимнастики. Это упражнение похоже на обратную планку. Вам необходимо согнуть ноги в коленях, сделать упор на ровные руки, а кисти развернуть в противоположную от тела сторону. Голову слегка опрокиньте назад, поднимите таз, чтобы ваше тело было параллельно полу. Еще одно крутое и очень действенное упражнение для нашей осанки называется собака мордой вниз. Это упражнение лучше всегда использовать в конце тренировки спины, чтобы растянуться и окончательно расслабиться в данной позе. Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени на ширине бедер, пальцы рук растопырены и надавите ладонями в пол. Одновременно делая вдох, поднимите таз вверх и вытяните руки, спину и шею в одну линию. Выпрямите колени и с выдохом опустите пятки на пол. Если при опускании пяток округляется спина или сильное натяжение в задней поверхности бедра, то оставьте пятки на весу или слегка согните колени. Можно расставить ноги пошире, так будет проще удерживать прямыми спину и колени. Тянитесь тазом вверх и назад, как будто удлиняя спину. Упирайтесь ладонями в пол, разворачивая плечи наружу и раздвигая лопатки, стремясь расширить верхнюю часть спины. В такой позе необходимо провести от 30 секунд до 1 минуты, сохраняя концентрацию и все технические моменты. Теперь упражнение для осанки на гибкость. Называется оно замок. Нужно попытаться соединить руки в замок за спиной. Одна рука идет сверху через плечо, другая снизу. Если вам так же, как и мне, не хватает гибкости и мешают мышцы, тогда нужно воспользоваться полотенцем. Мы хватаемся обеими руками и перетягиваем полотенце, перебирая руками, смещаем их друг к другу. Со временем это расстояние будет уменьшаться. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, моя жена при выполнении данного упражнения не испытывает никакой сложности. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получается ли у вас соединить руки в замок или нет. Последнее упражнение на сегодня в пользу нашей спины – это раскатка массажного ролика. После тяжелого рабочего дня, малоподвижного или сидячего образа жизни, когда спина напряжена и зажата, отлично выручит массажный ролик. Я регулярно раскатываю ролик после тренировки, буквально 5 минут. Это снимает напряжение, болевые ощущения, улучшает кровообращение и способствует быстрейшему восстановлению. Но если мы говорим о исправлении и корректировании осанки, вот что действительно поможет, так это просто лежать на ролике. Лягте спиной на валик или ролик, чтобы он приходился на нижнюю часть лопаток. Вытяните, напрягите ноги и руки и старайтесь соединить мизинцы рук. Если руки соединить сложно, разбросьте их в стороны, но главное, не напрягайтесь. В таком положении необходимо максимально расслабиться и провести хотя бы 1 минуту. Это упражнение помогает выровнять осанку, приподнять грудь и раскрыть грудной отдел, избавиться от сутулости и боли в спине. Сделать такое упражнение весьма непросто, и если у вас имеются противопоказания, вы ощущаете сильный дискомфорт, то лучше его не делать. Более 5 минут в этом положении находиться не рекомендуется. Желательно, чтобы ролик соответствовал ширине вашей спины. И я выполняю это именно с роликом, хотя знаю, что многие делают с обычным полотенцем. И как новичку я бы советовал начать именно с полотенца. Методика точно такая же, как и с роликом. Мы кладем скрученное полотенце под низ наших лопаток. На полотенце выполнять довольно комфортно. И этот метод очень простой. Полотенце дома есть у каждого, а ролик нужно покупать. Уже примерно через неделю таких практик вы почувствуете свою осанку и то, как ровно вы держите спину. Встаем из этой позы только через бок, плавно и аккуратно. Итак, перечисленные упражнения не требуют большого количества времени. Выполнять их можно в домашних условиях. А если делать их регулярно, взяв это за привычку, то вы достигнете невероятных результатов. Поэтому занимайтесь своей осанкой, ведите здоровый и активный образ жизни, не забудьте подписаться на мой канал и самое главное, не сутультесь.